Всем привет, с вами Ганзи. Это уже 10-я часть сюжета «Цепи судьбы». Серии выходят каждый день. И по большей части это все благодаря вам. Помните это. И продолжайте также бомбить активом. Ну и давайте уже поскорее начнем. «Цепи судьбы», 10-я часть. Глава 10. Странная просьба. Итак, время вновь неумолимо бежало вперед. За летом шла осень, а потом и зима наступила. Команда работала в прежнем режиме, однако к нам стали относиться серьезнее. Миссии, которые доверяли команде, перестали быть из разряда «найди, помой, пропали». Нет, все чаще Минато-сенсей вводил нас на задания по сопровождению, доставке документов, слежке и прочем. Остальные вряд ли догадывались, к чему вдруг такое доверие группе генинов, хоть и не слабых. Дело идет к войне. Рин и Какаши, полагаю, даже не думают об этом. Я же вновь стал крайне плохо спать. 10 февраля. Я проснулся довольно поздно, зная, что миссий на сегодня нет. Настроение испортили картины прошлого. Впрочем, ничего нового. Когда я выглянул в окно, моему взору предстал массивный снегопад. Да, зима в этом году действительно разыгралась по максимуму. Плотные хлопья снега слипались прямо на лету, падая белоснежным покрывалом на землю. Небо затянуло. Было довольно пасмурно. Я выдохнул, твердо решив, что ни за что и никуда не выйду. Спустившись вниз, я услышал возню на кухне. «Бабуль, ты чего там так громко делаешь? Может, помочь тебе?» Шуршание усилилось, а в ответ послышался скомканный и расторопный ответ. «Нет, что ты, я просто решила перебрать все сковородки». «А, чё, бабуль, ты же шутишь?» – сказал я, слегка усмехнувшись. Я хотел зайти на кухню, но бабушка вылетела из нее, захлопнув дверь. «Что такое? Я бы хотел покушать». «Я делаю тому уборку, а ты вечно неаккуратен, когда ешь. И вообще я бы хотела, чтобы ты кое-что купил», – тараторила бабушка, всячески не пуская меня. «Это не может подождать?» – бурчал я, пытаясь прошмыгнуть на кухню. «Нет», – упиралась бабушка, оказывая мне сопротивление. «Обе-то, будь хорошим мальчиком, прошу тебя». Я сдался. Сегодня она явно не в духе. Я выдохнул и сказал: «Да, конечно. Что это?» «Клубника». «Чего? В середине февраля? Бабуль, у тебя точно все хорошо?» Я потрогал ее лоб. Не горячий. Она неловко засмеялась, погладив меня по голове. «Пожалуйста, поищи ее. Думаю, в лавку недавно завезли новую партию овощей, фруктов и ягод. Быть может, у них есть клубника. Мне она очень нужна». Бабушкино лицо было очень озадаченным. Видимо, это важно, поэтому я не могу ее подвести. Ее улыбка, которую я увижу, если принесу ягоды, скрасит весь этот мрачный день. Я погладил ее по руке, показал большой палец и заявил: «Ха, я нашел столько кошек, что уж какой-то ягоды не найду. Не волнуйся, глазом не успеешь моргнуть, и я принесу тебе». Бабушка слегка удивилась, а потом захихикала. «А, бабуль, что смешного? Ты мне не веришь?» «Нет, как раз наоборот. Просто вспомнила, как твоя мама, когда была беременна тобой, сидя за обеденным столом, рассуждала о клубнике. Она очень ее любила». «Правда?» «Ага, и твой отец», – начала она, слегка погрустнев. «Что он?» «Бабуль, продолжай, пожалуйста». «О, прости. Давай в другой раз, хорошо?» «А что не так?» «Нет, мой милый, просто сначала закончи дело, а все я расскажу тебе позже. Договорились?» «Хорошо», – разочарованно согласился я. «Тогда я быстро найду клубнику и вернусь». С этими словами я шустро накинул куртку, надел обувь и помчался к выходу. «Обе-то, не забудь шапку и шарф. Холодно нынче на улице», – кричала мне вслед бабушка. Бррр, ветерок-то разгулялся. А еще и сугробы, как назло. Фугаку-сан вместе с остальными сотрудниками полиции разгребал завалы в квартале. Но, видимо, работы меньше не стало. Я медленно двигался по торговому ряду. Зимой многие лавки стараются перенести в помещение, хотя мяснику такой мороз на руку. Мясо не испортится. К сожалению, место, где продают овощи и фрукты, сегодня не работает. Черт, придется идти в центр Канохи. Там
там точно что-нибудь доработает. Блуждая по улочкам деревни, я изрядно утомился. В животе уже довольно сильно урчало, и терпение подходило к концу. «Я так и до следующего дня не управлюсь», – пробубнил я, заходя в переулок. «Так, ладно. Думаю, мне не помешает помощь». Я вырвал волос, зажал его пальцами и совершил технику призыва. Нянята сначала недоумевал, а потом громко замяукал, заметался и запрыгнул мне на плечи. «Эй, ты чего, опять кошачьей травы налокался?» – ругался я, пытаясь поймать кота. «Придурок, ты с ума сошел? Неа, это же снег. Какого пса ты меня позвал сюда, в такую стужу? Ты садист, да? Ты ненавидишь котов, признавайся!» Ныл нянята, избивая меня мягкой подушечкой своей лапки. «Прекрати, ты и так почти всегда спишь. Я же не просто же так призвал тебя. Хватит меня бить!» «Не, помогите, жесткое обращение с Нинеко», – вопил тот, жалобно мяукая. «Да тихо ты!» – прошипел я, засовывая его себе под куртку. Нянята немного сопротивлялся, но, почувствовав тепло, пробубнил. «Не, что мне с тобой делать, человек? Если ты обещаешь носить меня в тепле, так и быть, помогу». «Ах ты мелкий поганец, сейчас кину тебя в сугроб». Нянята жалостливо посмотрел на меня, после чего замурчал. Ладно, я не выброшу, только перестань делать такую грустную морду, лучше помоги мне». «Ах, ладно, что случилось?» «Ну, мне нужно найти клубнику». Ну это совсем просто. Стоп. «Что, ты рехнулся?» «Нет», – проговорил я, отводя взгляд. Нянята опять тыкнул мне лапой в лицо. «Обе-то, сейчас какой день и месяц?» 10 февраля. 10 февраля. Твою мышь, какая клубника?» «Слушай, я и сам не в восторге, но я бабушке обещал. Между прочим, она тебе вечно вкусняшки передает». «Дя, добрая женщина. Тогда давай, ищи». Так вот и помоги мне». «Чем?» «Ну ты ж кот-ниндзя. У тебя там обоняние усилено. Ты меня с собакой путаешь, даже обидно. Мы больше по ловушкам, скрытности и ночным вылазкам». «Твою ж!» Я расстроенно облокотился об угол дома. Ну ты чего? Как вообще она выглядит, это твоя клубника?» Я нарисовал ягоду палочкой на снегу. Понял, кисло-сладкая, противная, на рыбку не похожа. Тебе бы все рыбка. Ладно, выпусти меня, я примерно помню запах, попробую найти. Если что, то прибегу». «Спасибо, нянята», – проговорил я, поглаживая черную мордочку. Так мы и разделились. Надеюсь, что нянята справится лучше меня. Я зашел в лавку, где продают свежую выпечку, ибо мой живот уже просто изнывал от голода. Каково было мое удивление, когда я увидел, что Рин стоит у стойки и задумчиво напевает песенку. «Рин?» – радостно сказал я. «Обе-то?» – удивилась она. «Ты что тут делаешь?» Ну, это долгая история. Сюда я просто зашел купить булочку». «Вот как?» – сказала она, неловко улыбаясь. «Ты выглядишь замерзшей. Весь день на улице?» – спросил я, взяв ее за руки и растирая их своими ладонями. «Да, то есть нет, просто варежки забыла», – сказала она краснея. «Слушай, ты прогуляться со мной не хочешь? Знаю, в последнее время я редко выходил на улицу. Прости за это». «Ничего страшного», – сказала она, улыбаясь. «Не все любят зиму». В эту минуту продавщица вернулась с небольшим листочком бумаги. «Рин, твой заказ будет готов через 1,5 часа. И точно ли нужно украшивать?» Она не успела закончить. Рин выхватила бумажечку из ее рук, а затем быстро проговорила. «Да, все так, спасибо за заботу. Обе-то, ты ведь булочку хотел?» Ага». Продавщица посмотрела на нее, потом на меня, неловко заметалась по лавке и проговорила. «Одну минутку», после чего ушла к полочке со свежей выпечкой. «Извини, Обе-то, у меня сегодня крайне важное дело, но мы обязательно наверстаем упущенное время, хорошо?» «О, прости, я не знал». Рин легонько сжала мои щеки своими уже теплыми ладошками. «Не смей грустить. Понял?» – строго проговорила она, вглядываясь мне в глаза. «Да», – улыбаясь, сказал я. «Вот и отлично. До скорого». Рин быстро вылетела из лавки, я даже не успел попрощаться. Продавщица принесла мне булочку и гордо вручила. «Вот, самая вкусная булочка юному шиноби. Спасибо большое. Сколько я должен?»
Ничего ты не должен. У меня, акция. Вот, бери бесплатно. Вы уверены? Мне как-то неудобно, смущаясь, проговорил я, доставая мелочь. Нет, все, деньги не принимаются. Ну, большое спасибо, ухмыляясь, сказал я. Пожалуй, можно. Я поклонился и, довольный, вышел из магазинчика. Булочка и правда была особенно вкусной. Я побродил еще немного, дело шло к середине дня. Через несколько часов стемнеет, а я еще не нашел клубнику. Пока я шел в раздумьях, ко мне на голову прыгнул нянята и радостно проговорил. «Ня, я нашел быстрее». «Да? Вот так удача, спасибо». «Рано благодарить, ня. Бежим, а то раскупят». Мы бежали, что есть мочи. Путь оказался не близким, что весьма удручало. Когда я почти добежал, мое внимание привлекла одна картина. У этого магазинчика стоял Какаши. Он вяло что-то осматривал. Я бы не хотел портить себе день его остроумными подколами, но решил поздороваться. Однако не успел, к чему подошла Рин, и я изрядно удивился. Она мило улыбалась и складывала ладошки вместе. Обычно Рин делает так, когда опаздывает. У нее встреча с Какаши? Это немного странно. Почему она мне не сказала? «Эй, ты чего встал-то?» – пробубнил нянята из глубины куртки. «Тихо, ты видишь там Какаши и Рин?» «Ну и что?» «Почему этот дурак и она вместе?» «Ну, вы же команда?» «Да, но Какаши не из тех, кого можно вытащить на дружеские прогулки. Нет, тут что-то не так». «Не, я тебе говорил, что ты параноик». Я застегнул куртку, и бубнёж нянята уже не доносился до меня. Между тем Рин дергала Какаши за рукав. Тот отрицательно качал головой. Тогда она шепнула ему что-то на ухо. Какаши слегка торопела, затем молча склонил голову и тихо кивнул. Рин захлопала в ладоши, взяла его за рукав и потащила в магазинчик. В моей голове пронеслись различные мысли, но логического объяснения, к сожалению, не нашлось. Нянята смог высунуть мордочку наружу и зло проговорил. «Эй, ты чё это творишь, Обита? Чего это у тебя лицо такое злобное?» «Сам не знаю. Рин и Какаши тут вместе гуляют. Мне об этом неизвестно ничего. Что происходит тут?» «Не, надоел ты ей, наверное». Я злобно посмотрел на Нинека. «Молчу, ня. Пошутил же. Чего так дуться-то? Если ты, конечно, сам так...» «Нет, я ничего не считаю. Пошли отсюда, а то и правду клубнику раскупят». «Уверен?» «Да». Я выдохнул, поправил воротник, затем быстрым шагом двинулся дальше, чтобы не видеть того, что творится в лавке, куда зашли Рин и Какаши. Мы пришли к месту назначения. К счастью, я успел купить клубники. Нет, она не была последней, никто ее не украл, не поставил мне условий и так далее. Это довольно удивительно. С моим-то везением на всякие истории. Я и нянята шли домой. Он остановился, а затем предложил мне срезать через переулок, аргументируя тем, что его лапки замерзли. Я выдохнул и согласился. Дело шло к вечеру. На улицах загорались фонарики и разноцветные гирлянды. Снегопад прекратился. Снежок приобрел прекрасный хруст. Когда мы вышли, нянята поднял хвост трубой и прокричал мне: «Смотри, опять они!» Я вылетел и посмотрел туда, куда он указал лапой. Вновь Какаши и Рин. Она дала ему 2 больших пакета, хлопая в ладоши. От радости лицо Какаши, как всегда, было холодным и безразличным. Они что, по магазинам ходили? В голове все бурлило. Я знаю, как Рин относилась к Какаши, что ее чувства были довольно сильны. Неужели это от того, что я мало уделял внимания? Но она никогда не жаловалась. Да и вообще я тут мир пытаюсь спасти. Конечно, у меня времени нет постоянно гулять и предаваться романтике. Каша из различных мыслей заполонила голову. Я интенсивно кусал нижнюю губу. В это время Рин что-то сказала Какаши, и он побежал вперед по улице. Она же осталась стоять. Хоть и было довольно далеко, но я видел, как она смотрит на вечернее небо, которое было усеяно звездами. Ее лицо сияло от радости. На лице был румянец. «Ну, чего ты ждешь? Пойдем и поймаем ее. Тут уже даже мне становится подозрительно, ня». Я опустил голову. Слова нянята будто нож рубанули по сердцу. Я сделал шаг вперед, затем еще один. Рин все еще стояла на месте. Она дула на замерзшие руки. Мои ноги сами остановились. «Не, ты чего встал-то?» «Пошли домой, нянята». Ты не пойдешь к ней? Она же была с тем мальчишкой». «И что?» «Ну, не, ты сам понимаешь».
– уклончиво ответил тот. «Нет, тут нечего понимать. Возможно, ревнуя, мы показываем, что любим. Однако человек не вещь, не наша игрушка. Он не принадлежит нам. Если тебя любят, то будут с тобой. Не променяют и не предадут. Я верю в Рин, ведь она не только словами доказывала свои чувства, а Какаши – мой лучший друг». «Вот как?» «Да, всегда, когда мне плохо, когда возвращаются кошмары и я впадаю в бред. Рин приходит и сидит со мной ночами, напролет, без сна и отдыха. Она сглаживает углы между мной и ним». «С тем мальчиком в маске?» «Какаша. В прошлой жизни мы были друзьями, но я, впрочем, ты сам просил ничего не говорить». «Рад, что помнишь, ня». В общем, я уверен, что какая бы ни была причина их встречи, это не то, что мы надумали по незнанию. Любовь, доверие и верность всегда стоят рядом в этой жизни, я стал это понимать очень ясно. «Не, мальчишка со взрослым внутри, философия достойная Хоку». Я улыбнулся и взял нянята на руки. «Пошли, думаю, у меня осталось немного молочка». «Не, я тебе котенок, что ли? Кошачью траву, в настойке». «Ишь ты, чего еще изволите, господин нянята?» Язвительно проговорил я, ощупая его за шкуру. «Ну, если ты спросил, ай, не, больно?» Я пошел домой путем подлиннее. На словах я, конечно, смог пересилить свои глупые мысли, но чтобы принять этот вывод, мне понадобилось немного времени. Наконец я зашел домой. Было довольно темно. Положив клубнику на тумбочку, я проговорил: «Бабуль, я дома?» Видимо, опять ушла к соседке выпить чаю. Я устало выдохнул, отряхнул себя от снега и направился на кухню. Нянята побежал вперед, и еще бы, в темноте-то он видит прекрасно. Как только я зашел на кухню, вспыхнул свет. И послышался звук хлопушек. На секунду меня ослепило. Когда я открыл глаза, то удивился. Бабушка Рин, Какаши, Минато-сенсей, Кушина, госпожа Сумико, нянята. Все они стояли в праздничных колпачках с хлопушками в руках и весело улыбались. Кроме Какаши, конечно. Я потерял дар речи. «С днем рождения, Обита!» – проговорили они в унисон. «День рождения?» – прошептал я. 10 февраля, мой день рождения. Я почти никогда его не справлял. Одиночество было моим спутником с детства, а теперь все они, мои друзья, все тут. «Неужели ты забыл о своем дне рождения?» – вопросила бабушка. «Ну, я бы так не удивлялся», – проговорил Какаши, как всегда, колко. «Какаши, ты же мне обещал, Даттебане, что сегодня не будет перепалок», – сказала Кушина, положив ладошку на его голову. «Ну, хватит, а то Обита праздник испортите», – проговорил Минато, успокаивая их. Рин бросилась меня обнимать. Ее мягкая щека коснулась моей. Она прошептала нежно и ласково: «С днем рождения!» И я прижал ее, обхватив талию руками. На глазах выступили слезы. За всю мою жизнь, ту и эту, я никогда не был так рад своему дню рождения. Внутри резко шло тепло. Сердце распирало от радости, слезы сами проступали. «Значит, меня специально выперли из дома?» – проговорил я, шмыгая носом и пытаясь скрыть слезы. «Ой, прости за это. Я хотела испечь торт, но не все ингредиенты были готовы. Я попросила Рина, она и твоих друзей». «Рин, в пекарне ты...» «Я заказывала коржи для тортика. Прости, что не сказала, но твоя бабушка хотела устроить сюрприз». Я улыбнулся им обеим, а затем перевел взгляд на Кушину и Минато. «Очень рад, что вы пришли». «Мы не просто пришли, Даттебане. Рин прибежала к нам и попросила помочь с готовкой. Пришлось вот торт для балбеса готовить». Она звонко рассмеялась после этих слов. «С чего я балбес-то?» – наигранно возмутился я. «А кто ж еще? Чего ж не отказалась тогда?» «Как же я могла отказать Рин? Она же такая милая и добрая девочка», – проговорила Кушина и начала обнимать Рин, которая очень сильно смущалась. «Не то что вредный мальчишка вроде тебя». Я слегка надулся. В этот момент Кушина подошла и прижала меня к себе, заключая в объятия. «Но твоя бабушка и я вложили в этот торт душу», – проговорила она спокойно, словно мама своему ребенку. «Спасибо», – с благодарностью в голосе ответил я. «Поэтому только попробуй все не съесть», – властно промолвила Кушина, сжимая меня сильнее. «Задушишь!» – пыхтел я. Минато положил ей руку на плечо. Кушина улыбнулась и пошла помогать бабуле расставлять тарелки.
Спасибо, сенсей. Я думал, мне конец. А она и правда старалась. Учитель, не принижайте себя, лукаво вставила Рин. Да я ничего такого и не сделал, ответил тот. Сенсей, с помощью своей техники добирался до всех магазинов в 2 счета, чтобы продукты не остыли на морозе и праздничный ужин был горячим и вкусным. В эту минуту я почувствовал себя неуютно, что заставил легендарную желтую молнию Канохи так беспокоиться из-за моего дня рождения. Я поклонился так низко, как мог. «Большое спасибо!» Он положил мне руку на плечо. Я поднял голову и увидел его добрые голубые глаза и чистую улыбку. «Сегодня твой день, Обита, и я тоже хотел сделать для тебя что-то приятное. Лучшая благодарность будет, если ты повеселишься от души. Считай, что это мое личное задание для тебя на сегодня». «Есть!» Минато-сенсей пошел расставлять тарелки. Госпожа Сумика обняла меня, поцеловала в щеку и сказала: «Я помню этого мальчика, когда он был совсем карапузом, но сейчас в нем растет настоящий мужчина клана Учиха. Помимо этого, воля огня пылает в его душе, освещая и согревая окружающих. С днем рождения, мой мальчик!» «Спасибо вам, что пришли, госпожа Сумика, я так рад». «Ох, ты столько раз помогаешь нам, старикам. Вот мы и сделали украшение и кое-что особенное для тебя, но это позже». Она еще раз обняла меня и пошла гладить нянята, который мирно устроился на старом одеяле, что лежало для него на кухне. Я обвел всех взглядом и понял, что один человек никак не хотел со мной говорить. Какаши стоял у стеклянной двери, что вела во двор. Рин подошла к нему и, положив руку на плечо, кивнула в мою сторону. Тот посмотрел на нее, потом на сенсея и подошел ко мне. «Я понимаю, тебя принудили. Ты можешь ничего не говорить, правда? Но я рад, что ты пришел», — сказал я с немного грустной улыбкой. «Не то чтобы принудили. Дали задание, которое я обещал выполнить». «Ха, у тебя есть на уме что-то кроме заданий?» — усмехнувшись, сказал я. Какаши посмотрел на меня с явной неприязнью, но потом, громко выдохнув, сказал: «В общем, я поздравляю тебя. Благодарить меня не за что. Просто выполнил просьбу сенсея», — быстро проговорил он на одном дыхании. «Ты долго репетировал? Смотрится ужасно, но мило», — ответил я, не сдержав смеха. Затем положил руку на его плечо и проговорил: «Тебе ни к чему было переступать через себя. Просто попробуй тут расслабиться. Это же не миссия с-ранга. Да тут и на Д не тянет. Не выпендривайся». Мы оба усмехнулись. Я вновь потянул ему руку. В этот раз он пожал ее крепко. Хоть взгляд его все еще выражал полное нежелание, кажется, появился определенный результат, хоть и шаткий. Началось застолье. Все кушали, веселились, даже нянята решил присоединиться. Налокавшись валерьянки, он начал вещать: «Ха, а парень-то прошел проверочку, не?» «Проверку?» – вопросил я, глядя на него. Да, я ж знал, что добрая девочка и мальчонка в маске тебе за подарками шли». «Так ты просто меня дразнил?» «Нюдя». «Ах ты маленькая шерстяная морда!» Я взял нянята руками и потряс его так, что у кота закружилась голова, и он безвольно слег на подушку. «О чем он говорил, Обита?» – спросила удивленная Рин. «Ха, Рин, да он тебя к Какаши приревновал. Говорю, что он дурак, да тебане», – подшучивая говорила Кушина, которая уже изрядно выпила. Рин прищурилась и посмотрела мне в глаза. Нянята вновь ожил и проговорил: «Но он верит в добрую девочку и сильно ее любит, так что за хозяина укушу, ня». После этого он уснул. Мы все засмеялись. Рин под столом взяла и крепко сжала мою ладонь. Я смущенно повернул голову в ее сторону губами. Она прошептала: «Спасибо, что веришь мне». Мне стало жутко стыдно за то, что тогда надумал вначале, поэтому я сильнее сжал ее руку. Пришло время подарков. Минато и Кушина вытащили небольшую книжицу, больше похожую на альбом. «Я просто подумал, что тебе интересна тематика печатей, а также история клана Узумаки. Вот я и Кушина доверяем тебе, поэтому хотим подарить это». «Рисунки делала я, да тебане?» Я открыл книжку. Там была информация о печатях и их особенностях. Также воспоминания Кушина о деревне, скрытой в водовороте. Я прижал рукопись к груди, затем поклонился и поблагодарил. Кушина отвернулась, но было видно, как она улыбается. Далее госпожа Сумика подарила мне теплый шарф, а также свитер. Все это сшили старички, которым я помогал. Мне было очень приятно и тепло.
Нянята подарил игрушку, видимо, с целью того, чтобы я ему потом ее отдал. Хитрый засранец. Когда настала очередь Рин, она встала у меня за спиной, а затем надела на шею медальон. Он был очень старинный, сделанный явно из какого-то особенного дерева. «Там внутри моя фотография. Тебе часто снятся кошмары, поэтому если меня не будет рядом, то просто посмотри на нее, и я передам тебе все свое тепло». «Он очень красивый, Рин». «Медальон переходит в нашей семье из поколения в поколение. Его всегда дарят любимому человеку». Последние слова она сказала четко и уверенно краснея, но смотря мне в глаза. Я сжал медальон и проговорил: «Я буду его беречь, чтобы мне этого не стоило». Рин заложила руки за спину, а затем надела мне очки на голову. «Я слышала, твои очки разбились. Вот я и купила новые». Ох, я ж специально перестал их носить, ибо смотрится глупо. Да и шаринган мешает использовать. Спасибо, а то я так переживал. Но я не могу огорчить Рин. Думаю, через месяц я дам Какаши на тренировке мне их сломать. Прости, Рин. Какаши просто всучил мне коробку, я открыл ее и был поражен. Там лежал набор кунаев. Не смотри на меня так. Они особенные. Там крайне надежная и гибкая проволока. Можно устроить первоклассную ловушку. Прагматичен ты, но подарок шикарный. Но я подарю тебе лучше, сказал я, хлопая его по плечу. Сомневаюсь. Последней была бабушка. Она посмотрела на меня и сказала: «Прости, мой дорогой, я долго не знала, что подарить». После чего она протянула фотографию. На ней мама, беременная мной, рядом отец. Мы с ним очень похожи, почти 2 капли воды. Бабушка стояла посередине и обнимала их, и я улыбнулся. Пара слезинок упала на фото. Я обнял бабушку, понимая, как она дорожит этими воспоминаниями. Она тоже пустила горячий поток слез, а затем, шмыгнув носом, проговорила: «Так, самое время для самого важного – торт». Когда бабушка вынесла торт, она была немного опечалена. «Как жаль, что нет клубники». «А? Как же нет? Есть!» – радостно выкрикнул я, взяв их со столика, что стоял в коридоре. «Ты смог их найти?» – удивленно проговорила бабушка. «Конечно! Ведь я же обещал тебе!» Бабуля обняла меня вновь. «Слушай, ба, так что же сделал мой отец, когда мама захотела клубники?» – тихо спросил я. «Он в тот день вернулся с задания. Мы не слышали, как он зашел в дом. Твой отец, услышав желание матери, помчался точно так же искать клубнику по всей деревне. Несмотря на то, что был уставшим, весь в порезах и ушибах, он нашел ее и принес. Твой отец очень любил твою маму и тебя. Она тоже его любила, поэтому вместе мы испекли торт и украсили клубникой. Прошло уже столько лет, как их нет рядом. Но я дала себе клятву, что буду делать этот торт на каждый твой день рождения. Думаю, они сейчас видят тебя и радуются». Бабушка говорила эти слова, утирая глаза фартуком. Я еще раз взглянул на фото. Очень хотелось заплакать. Сильно хотелось увидеть их хотя бы разок. Увидеть и сказать «спасибо, и я люблю вас». Но вместо грустной мысли я посмотрел на бабушку и широко улыбнулся. «Я постараюсь сделать так, чтобы они гордились мной». «Я знаю, мой дорогой, знаю», — сказала ласково она. Кушина и Ирин тоже прониклись моментом, вытирая намокшие глаза. Я задул свечи. «Поздравляю с 10-летием!» «Поздравляем!» — сказали все дружно. Торт был съеден. Кушина, Рин и бабушка убирали со стола. Сенсей помогал с мытьем посуды. Я вышел на задний двор. Сегодня красивое полнолуние. Вновь снежинки закружились в блистательном танце. Я вытянул ладонь вперед, поймав парочку. Они тут же растаяли. Порой мне кажется, что наша жизнь именно такая. Мы словно снежинки, летим, приобретаем связи с другими, а достигая земли, становимся чем-то большим, более значительным, сугробом, наверное. «Перегрелся?» – окликнул меня голос Какаши. Я повернулся. Он закрыл стеклянную дверь и оперся о стену. Вовсе нет, просто сегодня и вправду замечательный день». Он пожал плечами. Мы еще немного помолчали. Я зашел под крышу, встал рядом с Какаши и сказал: «Думаю, ты хочешь что-то сказать мне? Целый вечер взглядом сверлишь». Он слегка отвернулся, но через минуту начал говорить. «Да, я говорил, что подумаю над твоими словами.
И что же? Какаши вновь замолчал, собравшись силами, продолжил. Так или иначе, нам нужно улучшить командную работу. Нам? Да, в битве с Саками на нашей стороне была удача. Сенсей был ранен, я истощен. Рин, будучи ниндзя-медиком, не представляла пользы как боец. Я слегка сжал кулаки. Меня подбешивает эта манера анализировать не в том направлении. Не знаю как, но ты смог повернуть сражение в нашу пользу, и это тоже не дает мне покоя. Если так пойдет и дальше, то мы ничего не сможем, если придется сражаться с большим количеством шиноби. Ха, а ты не думал, проговорил я, стараясь сохранить спокойствие, что тебе стоит понять, что мы команда. Я это осознаю, поэтому и решил с тобой это обсудить. Весной сенсей даст рекомендации к допуску на экзамен. Ранг Чунина поможет выполнять более сложные и важные миссии. Я выдохнул, затем усмехнулся и покачал головой. Так ты не за команду волнуешься, а просто не хочешь, чтобы мы твою репутацию замочили, а? Какаша? Он слегка вздрогнул. Губы под маской шевелились, но не произносили ни звука. Если дело только в этом, то забудь. Ничего не выйдет. Не потому, что мы не хотим тебе помочь, а потому, что ты сам все равно будешь действовать в одиночку. Все эти усилия будут впустую. Просто попытайся для себя понять, что команда – это не просто пешки на шахматной доске. Я не стал дожидаться ответа и зашел в дом. Вскоре все разошлись. Я проводил Рин и вернулся домой. Экзамен на Чунина. В голове всплыл мой провал. Ведь именно тогда я увидел, как Рин восхищается Какаши. Я решил для себя, что буду стремиться, даже если не выходит сразу. Что более важно, взаимоотношения Какаши со мной стали более натянутыми. Один шаг вперед, два назад. Черт, похоже, я слишком резок, когда дело касается дружбы. Что же я делаю не так? Поступаю ли я верно? Продолжение следует.